Знаете, по Земле за все годы, за все миллионы лет ее существования ходило огромное число разнообразных мразей, опасных, жестоких и больных людей. Но был один, который объединял в себе все эти качества и поставивший своей целью уничтожить, избавить мир от таких же, как он. Звали этого персонажа Фрэнк Касл, или же Каратель. И возможно, мы бы даже избежали пули. Возможно, эта пуля понеслась бы мимо, если бы когда-то один человек не посчитал, что у Фрэнки Касли есть потенциал. И звали этого человека Джерри Конвей. Итак, Каратель. Какова его история? Впервые Каратель появился в комиксе Amazing Spider-Man номер 129 за авторством Джерри Конвея. Появился он там в роли еще не совсем антигероя, но вполне себе крепкого противника Человека-паука. Появился он практически без каких-либо подводок. Это был бывший солдат, без жалости расправляющийся с преступниками, однако не готовый поступиться своими принципами. Идея дизайна Карателя отчасти принадлежит Джерри Конвею, как он сам и сказал в интервью с Роем Томасом в 14 выпуске серии журналов Alter Ego. Когда речь зашла про создание костюмов и первоначальные наброски Power Girl, Конвей сказал: В 70-х я писал комиксы и для DC, и для Marvel, и я привык зарисовывать свои идеи для костюмов новых героев и злодеев. Эти наброски я затем отправлял художникам, чтобы показать примерно то, каким я вижу персонажа. Так, например, я сделал с Карателем. А додумал его дизайн уже небезызвестный Джон Ромита-старший, о чем он и рассказал в 2002 году в интервью с Томом Спердженом. Когда мы делали костюм для Карателя, я кое-что придумал. Я подумал, что они хотят от меня дизайн персонажа в маске. Я нарисовал костюм и решил иначе расположить череп на груди. Я увеличил его, и череп уже покрывал всю грудь. По первоначальной задумке там был маленький черепок с костями. Я прекрасно знал, что через полчаса они вернутся со словами: «Костюм нам нравится, только добавь еще маску». Когда они не пришли, в моей голове витали две мысли. Они не пришли, потому что считают, мол, хорошо, что Джон Ромита еще и маску на него не нацепил, или потому что выглядит неплохо. Нам костюм нравится именно таким. Я так и не спросил их, а сейчас просто забываю это сделать. В общем, у нас персонаж, который будет линчевателем. Если кому и нужна маска, так это ему. Как он сможет скрываться без маски? Я хотел увидеть выражение его лица. Я не хотел, чтобы маска это закрывала. В 104 выпуске Alter Ego в интервью со Стэном Ли он поделился тем, кто же все-таки придумал имя Каратель. Ну, разумеется, он. Джерри Конвей писал тогда сценарий Паука и хотел, чтобы один из его персонажей затем стал героем. Он решил назвать его Убийца. Я сказал, что мы не можем издавать комикс, где героя звали бы Убийца, потому что это слово несет слишком отрицательный оттенок. И я вспомнил, что не так давно у меня проскакивал относительно неважный персонаж. Он был одним из роботов Галактуса, и я назвал его Каратель. Я подумал, что это имя отлично подходит для персонажа, которого придумал Джерри. И я сказал: а давай назовем его Карателем. И так как я был редактором, Джерри согласился. Если бы я не был редактором, он мог бы сказать: мне мой вариант нравится больше. Однако мы назвали персонажа Карателем. И так родилась легенда. Кстати, касательно самого создания и источника вдохновения. Как Конвей признался в 15 выпуске Marvel Vision в статье Пэта Янковича: Мне нравилась идея того, что Каратель – эдакий одиночка, работающий вне закона и общества и нацеленный на уничтожение всей преступности. Я подумал, что будет неплохо выставить его против Человека-паука, ведь Daily Bugle называл того преступником. Панишер был суровым и непредсказуемым персонажем. Вдохновлялся я серией «Палач». Это была такая серия книг Дона Пендлтона, эдакая современная версия бульварного чтива. Она и натолкнула меня на мысль о создании одинокого, немного психически нездорового мстителя, персонажа типичного бульварного детектива. В Карателе есть даже немного оттени. Итак, наш персонаж появился в 129 выпуске Паука и выступил в качестве антагониста. Затем он появился еще в ряде выпусков Паука. В 134-м, где впервые появился Тарантул, в 135-м, где состоялся полноценный тимап персонажей, и в Giant Size Spider-Man номер 4. А в комиксе-сборнике Marvel Preview номер 2, помимо того, что это первая сольная, хоть черно-белая история персонажа, нам раскрыли крайне важные детали прошлого Карателя. Да, смерть его семьи. Этот выпуск показал всю глубину отчаяния психологической ямы, в которой находится данный герой, что помогло вытащить его из категории второсортных персонажей, появляющихся раз и никогда. Из важных выпусков стоит отметить еще 161 и 162 выпуски Паука, ведь в них состоялось появление будущего архиврага Карателя Джигсо. С появлением уже своего собственного злодея до собственной серии было как рукой подать. И действительно, после ряда тимапов с Пауком, Капитаном Америкой и даже появления в миллеровском ране на ДД, в 1985 году Каратель получил свою первую собственную лимитированную серию. Вышла ли она хорошей? Ну давайте посмотрим. Время шло. Каратель рос. Нигде не было ему места, к сожалению.
Он уже был состоявшимся человеком, состоявшимся персонажем. Но никто не хотел брать его под свое крыло. Никто. До тех пор, пока не пришел тот, кто показал ему свет в конце туннеля. Или скорее тьму. И звали этого больного ублюдка Стивен Грант. На дворе 1986 год. Организованная преступность в Америке находится в самом что ни на есть расцвете сил. То же самое касается проблемы наркотиков. Крэк, кокаин. Все это течет по улицам Нью-Йорка, с каждым днем делая проблему наркотиков одной из главнейших проблем Америки. И именно в 1986 году принимают очередной закон о борьбе с наркотиками в рамках небезызвестного War on Drugs, или же войны с наркотиками. И несмотря на сомнения компании Marvel, вся эта неспокойная ситуация в стране стала благоприятной почвой для создания собственной лимитки Карателя от Стивена Гранта и Майка Зека. Так давайте же узнаем, что это были за люди и как ряд случайностей и удач обернулся началом легенды. В январе 2006 года Стивен Грант дал интервью Дэвиду Котьерезу в рамках портала DVD Verdict, где рассказал о том, как же он, студент колледжа, придумал сюжет первой сольной лимитки про Карателя. В 1976 году на Нью-Йоркском комик-коне Стивен Грант знакомится с Даффи Воландом, человеком, работающим в тот момент в отделе производств Marvel. Даффи настоял на том, чтобы Стивен предложил Marvel свои идеи, которые крутились у него на данный момент, и устроил ему интервью с Марвом Вулфманом, главным редактором Marvel того периода. Сев за печатную машинку, Стивен прописал 3 идеи. В первой главным героем был Черный рыцарь, а во второй Каратель. Выбрал он их, потому что они ему нравились, и на тот момент их использовали очень редко. Однако Стивен не знал, что того же Карателя в тот момент писал Арчи Гудвин в рамках Marvel Super Action номер 1. В общем, на работу Гранта не взяли. Однако спустя пару лет редактором стал друг Гранта, Роджер Стерн. Он, возможно, известен вам по сюжетной арке Nothing Can Stop the Juggernaut и по персонажу Хоб-Гоблин, которого он создал. В общем, в 1979 году Marvel начали думать над созданием все большего числа лимиток, на чем и настаивал когда-то Грант. Он пытался выбить Карателю свою лимитку, но никому это было не интересно. Карателя не считали за персонажа, который вызывал бы симпатию. Поэтому с каждой сменой редактора он пытался пропихнуть свою идею. Ту же самую идею, которой когда-то он делился с Вулфманом. Но они все никак не соглашались. Параллельно Стив Грант вместе с Майком Зеком занимались серией Marvel Team Up. Вскоре Майка назначили художником первого большого масштабного ивента Secret Wars. Рисовать их ему не приносило никакого удовольствия, однако в результате это сделало его ценным членом команды. А в то время редакторы уже начинали набирать таких рабочих лошадок, талантливых художников и авторов, которые работали только на них. Новый редактор, Карл Потц, хотел запустить новый проект. Стив решил спросить Майка, который только-только закончил рисовать «Тайные войны», не хочет ли он теоретически взяться за Карателя, так как его стиль отлично подходил персонажу. Забавно, что Майк с Джоном Битти, контуровщиком, как раз думали над новым проектом и вспомнили про Карателя. Эта идея была предложена Карлу Потцу, который ее подхватил. Так лимитки дали зеленый свет. Но не все было так просто. Отдел продаж был не в восторге от Карателя. По их словам, аудитория Marvel не заинтересована в приключениях маньяка, который убивает людей. Поговаривали о преждевременном закрытии лимитки, потому что концепт сам по себе наносил вред морали. Первый выпуск распродали за 3 часа. И вдруг все подумали, что сольник Карателя не такая уж и плохая идея. Однако давайте же с вами посмотрим, какой вышла эта самая лимитка про Карателя. Первый том Карателя представляет собой лимитку из 5 номеров, в которой нам рассказывают об освобождении Карателя из тюрьмы и последующей работе с загадочной организацией Доверия, которая состоит из так называемых обеспокоенных граждан, и цель которой избавление от организованной преступности. Стив Грант в этой серии не только отлично показал Карателя как персонажа, которому можно сопереживать, но и умудрился потереть за мантло, которое в рамках Spectacular Spider-Man малость сдвинул Карателя по фазе. В общем, вообще весь фарс Мантло, то есть побег из тюрьмы, расстрел мусорящих людей и тех, что едут на красный свет, никто в здравом уме не стал бы читать про такого персонажа, поэтому Грант первым делом свел все на воздействие наркотиков, которыми Карателя накачали в тюрьме. А поиском того, кто в этом виноват и почему с ним это сделали, был отведен как раз таки первый выпуск этой самой лимитки. По сути, вся вот эта вот лимитированная серия шла вразрез со многим издающимся в супергероике в тот момент. Тюремные склоки, жестокие бунты, а затем вообще откровенное содержание вроде секса, кровавого насилия, стрельбы по детям и самоубийства.
В тот момент все это било по неготовым к подобному читателям, а вкупе с чудесной сценарной работой Гранта и действительно подходящим стилем зэка, неудивительно, что лимитка так быстро была распродана. Знаете, прочитав тонну графических романов, лимиток, ван-шотов, ангоингов по Фрэнку Каслу, я понял одну вещь. Первая лимитка все еще является одной из самых крепких и хорошо слаженных серий, что были написаны по Карателю. Многие легендарные произведения сильно зависят от периода, в который они были написаны, но Punisher Blood Circle относится к тем произведениям, читая которые даже сейчас ты понимаешь, за что ее любили и за что ее можно и нужно любить. Кстати, забавный момент, связанный с созданием этой лимитки. Изначально эта лимитка задумывалась как лимитка из 5 номеров, но из-за невнимательности верстальщиков на обложке 1, 3 и 4 выпусков значилось выпуск лимитированной серии из 4 выпусков. А учитывая тот факт, что 5-й выпуск писали и рисовали другие люди, появился миф, что издательство, увидев, как продаются первые номера серии, решили продлить ее на 1 выпуск. Однако это не так. Вот что сказал по этому поводу Стивен Грант, отвечая на вопрос Брайана Кронина, кстати, отличнейшего разоблачителя комикс-мифов с сайта CBR. Изначально мы с Майком планировали вместо 4 и 5 выпусков сделать 1 выпуск увеличенного формата, как мы сделали с первым, но Marvel эта идея не понравилась, поэтому мы разделили его на 2. И вообще, все это было решено задолго до выхода самой серии, так что деньги тут ни при чем. На первом выпуске было написано лимитированной серии из 4 выпусков, и мы с Майком перевернули там все вверх дном, чтобы на следующем выпуске было уже написано 5 выпусков. Однако Marvel все никак не могли это запомнить, потому что не было раньше лимиток из 5 номеров, всегда было 4. Мы с Майком уже поспорили, что на последнем выпуске будет написано 5-й выпуск лимитированной серии из 4 выпусков. А Майк Зэк добавил: Восбург рисовал 5-й выпуск в связи с жесткими дедлайнами. Я провел за первым выпуском куда дольше запланированного, так как он был увеличенного формата. И еще больше времени я провел перекрашивая рисунок, так как меня не устроили изначально предложенные цвета. Даты были расписаны, так что садясь за 2-й выпуск, я опаздывал по всем фронтам. Поэтому к тому моменту мне уже даже раскадровку прислали, но все равно редактор решил, что лучше будет позвать на последний выпуск другого художника, чтобы банально все выпуски были готовы к отгрузке в срок. Итак, лимитка вышла. Каратель оказался вполне неплохим героем сольной серии и в принципе интересным для раскрытия персонажа. Что это означает? Разумеется, собственный ангоинг. Смог ли Каратель выдержать долгострой? Сейчас мы это узнаем. Теперь он не был никому не нужным психом. Он стал фигурой. Фигурой интересной, фигурой востребованной. И огромное число людей решили его использовать. Это был тот же самый Стивен Грант, Дэн Эбнет, Энди Леннинг. Но самым могущественным и больным ублюдком стал Майк Бэрон. One, two, three, funk. Итак, 1987 год. Лимитка Карателя пользовалась огромнейшим успехом. И уже в следующем году у Карателя появляется свой собственный ангоинг, а первым его автором назначают Майка Бэрона. Майк Бэрон. Человек, который в 80-е успел поспеть прям везде. Создать свою альтернативную sci-fi линейку Nexus, получившую впоследствии Айзнеры. В июне 87 года он начал писать 2-й том Флэша Уолли Уэста, а в июле Marvel подписали его на первый ангоинг по Карателю. Ангоинг, который он писал в течение целых 6 лет. Ну так каким же был 2-й том Карателя? Какой же была его первая сольная серия? Она была такой, какой и должна быть. 2-й том до сих пор для меня является образцом идеального комикса про Карателя. Разумеется, это не распространяется на весь том. Были и взлеты, были и падения, были и другие авторы, но период Майка Бэрона является одним из самых недооцененных периодов на Карателе, по причине того, что мало кто его читал. То есть он был достаточно популярным, чтобы серию пока не закрывать, однако ее все равно в итоге закрыли. Его не рисует ни Джим Ли, ни Ромита-младший, в отличие от того же War Journal и War Zone, что могло бы как-то привлечь внимание современной аудитории. До чего далеко ходить, даже в недавно вышедшем Омнике мы не найдем ни единого выпуска 2-го тома, только появление Карателя в других сериях и первую лимитку Гранта. Да и с тех пор вышло много других серий, более современных, более близких нам. Так зачем же ворошить прошлое, думают многие. Но надеюсь, что сейчас я объясню вам, почему его стоит читать. Первое.
Структура. Майк Берн не ставит целью сплести какой-то бэкграунд, какой-то лор и историю для Карателя. Его Каратель — это Каратель действия, Каратель настоящего. Сюжет зачастую начинается, раскрывается и заканчивается в рамках одного единственного выпуска, реже 2 выпусков и за редким исключением 3 и более. Лично я считаю, что это идеальный формат для Карателя. Он видит цель, он с ней расправляется, а нам остается наблюдать, каким образом он это делает. На самом деле, немного лора он все же ввел в лице того же микрочипа, появившегося в 4 выпуске и ставшего верным наводчиком пушки по имени Каратель. И второе. Золотая середина. За всю историю существования персонажа его писало множество разных людей, и делали они это по-разному. Однако в большинстве своем все сводилось к 2 путям развития сюжета. Либо это стандартный боевик с внутренней борьбой Карателя, либо это трэш, угар и содомия. Если, например, War Journal Pods, о котором мы поговорим чуть позже, это типичный пример плотного такого боевика, то тот же Marvel Knights был ближе ко 2 пути. У Берона сохраняется такая золотая середина. Вот вроде наш герой оседлал байк, отрастил бороду и притворяется варщиком наркоты, но при этом дальше забавной концепции это не уходит. Все равно нам не дают забыть, что это не юмористическая серия, это боевик со всеми вытекающими. Вот вроде вы видите лучшую обложку из всех существующих, но нет, не надейтесь на детсадовского полицейского, это все еще Каратель. Лично мне эта щепотка безумия в чан с хорошим действием показалась очень уместной, за что я и люблю бернскую эпоху. Давайте же пройдемся по важнейшим и основным аркам. 4 и 5 выпуск 2 тома важны, так как, повторюсь, там впервые появляется микрочип, и нам показывают священника, антагониста, который еще появится в серии. А когда враг Карателя появляется в сюжете и не умирает, можете считать его важным, потому что это редкость. Выпуски с 15 по 18. Столкновение с Кингпином. Эта арка раскрыла еще один плюс рана Берона. Ты не можешь быть ни в чем уверен, потому что умереть может кто угодно. Это не тот случай, где ты понимаешь, что раз персонаж хороший, он обязательно выживет. Это так не работает, ведь смертны все. Выпуски с 35 по 40. Первый действительно масштабный сюжет в рамках 2 тома. Здесь вы увидите и давнего архиврага Карателя Джигсо, и священника, о котором мы говорили чуть ранее, и сатану? Да, данная сюжетная арка действительно выбивается из общего ряда, что делает ее еще любопытнее. Каким образом нам в реалистичной серии представили сатану, вы прочитаете сами во 2 томе Карателя. А последней сюжетной аркой Берна на Карателе становится Final Days, а именно выпуски с 53 по 59. Сюжет, в котором Каратель вынужден выполнить задание для Кингпина, но в итоге оказывается в тюрьме Райкерс. Да, снова. А там его уже ждет Джигсо и Григорио, которого мы видели аж в первой лимитке. Какой бы душевной, эмоциональной и сильной по накалу не была бы эта арка, многие помнят лишь по 59 выпуску, ведь в конце Каратель стал черным. В результате пластической операции, меланин, все такое, но это не важно. А в 60, 61 и 62 выпусках он объединяется с Люком Кейджем и по окончанию арки цвет его кожи возвращается. Забавный факт. На 60, 61 и 62 выпусках значится еще одно имя – Марк Маклорин, автор серии Кейджа и по совместительству афроамериканец, которого позвали специально для так называемой аутентичной черной речи героев. Да и вообще вся эта трансформация была Майку Берну не по душе, но он уже к тому моменту уходил с серии, и у него были многочисленные разногласия с новым редактором Доном Дейли, от которого и поступило указание сделать подобный твист. Кстати говоря, о безумности серии. Этому на самом деле есть объяснение. Как признался сам Берн в одном из интервью, в 80-е, когда у него случился этот сценарный бум и параллельное написание множества серий для множества издательств, он много зарабатывал, очень много, и принимал очень много кокаина. Тот помогал ему писать объемно и сразу. Только если Флэша он закончил писать на 14 выпуске, когда кончились идеи, Карателя он пилил до талого. Однако даже сейчас во всех интервью Берн лишь вскользь упоминает Карателя или того же Флэша, концентрируя все свое внимание на авторских сериях. Берн ушел. Конец ли это серии? Закат ли это серии? Нет. На его место пришли Дэн Эбнет и Энди Лейнинг, фамилии, которые, возможно, знакомы вам, ведь именно они стали авторами золотого периода современного космо Марвела. Стражи Галактики, Аннигиляция и прочее. Этот авторский состав работал и на Карателе. И не просто работал. Первый же их аркой сходу стал Еврохит. Сюжет на 7 выпусков, в котором Каратель выходит на охоту за наемником Снейкбайтом, и погоня эта мотает его по различным странам Европы. Да, разумеется, виноват во всем Кингпин. И подход тут совершенно иной. Тут у нас появляется аутло, такой зачин на будущее, сайдкик. Все то, о чем я говорил ранее, тот самый лор и масштабность, которой не было у Берона. Отчего данный период мне нравится немного меньше. После пары арок мы наблюдаем череду меняющихся авторов. Тут и Стив Грант, автор первой лимитки, и Роджер Салик, и даже Берон на выпуск вернулся. А затем нас ждет самое логичное и давно ожидаемое событие. Кроссовер между 3 линейками Карателя, которые выходили параллельно. Кроссовер под названием Suicide Run и состоящий из целых 11 выпусков, если считать нулевой. Данный кроссовер
Кроссовер расскажет нам, что случилось с городом, когда Каратель, пытаясь уничтожить всех глав группировок разом, оказывается погребенный под зданием. Останется ли город без линчевателя, или же получит взамен бесчисленное число подражателей? Все это вы узнаете в Suicide Run. Однако том неумолимо шел к концу, и началом конца стал кроссовер Чака Диксона под названием Countdown. Эмоционально это одна из сильнейших сюжетных арок, где Диксон доказал, что даже Карателя можно закончить. Я мог бы подробно рассказать вам про эту арку и все предыдущие, но не в этом цель данного ролика. Напоминаю, что цель в том, чтобы вы пошли и прочитали данный том. Надеюсь, что я смог вас завлечь. Однако я там вроде оговорился, что серия по Карателю была не одна. И это так. Параллельно с Карателем выходило еще два ангоинга, а именно Punisher War Journal и Punisher War Zone. И дальше мы поговорим именно о них. Но Каратель был не промах. Знаете, находясь на таком пике популярности, обладая таким влиянием, а он им обладал уже в то время, зачем останавливаться и работать с какими-то старперами? Вроде Эмнета, вроде Леннинга, вроде Бэрона, вроде Грэнта. Зачем? Прошлый век. Прошлая ступень. Поэтому он начал продавать свои навыки другим людям. Более богатым, более успешным. И там были совершенно разные люди. Разной степени отбитости, разной степени жестокости. И он продавал свои услуги всем. Это могли быть бывшие мафиози, это могли быть новые авторы. Но самыми жестокими, отбитыми и влиятельными мафиози того времени были двое. Карл Потц и Чак Диксон. Каратель набирает обороты. Кажущаяся когда-то спорной, данная идея становится удачной и чертовски выгодной. В книге Comic Book Nation было сказано, что популярность Карателя была столь высока, что его использовали в качестве гостя номера различных серий лишь для того, чтобы поднять продажи этих самых серий. И неудивительно, что редактор Карл Потц после успеха ангоинга, начавшегося в июле 1987 года, решает почти год спустя запустить вторую серию под названием Punisher War Journal, где сам выступил автором сценария и делал наброски, которые затем доводил до ума один новичок, получивший свое второе задание в Marvel после Alpha Flight. Новичок, который впоследствии стал одним из знаменитейших художников DC, Джим Ли. Да, Punisher War Journal стала одной из первых работ художника, подарившего нам второй том Людей Икс, Бэтмена Хаш и многое-многое другое. Так что же за серию мы имеем? Punisher War Journal — это серия из 80 номеров, автором которой, как уже говорилось ранее, выступил сам Карл Потц, а также Майк Бэрон и Чак Диксон, о котором мы поговорим чуть позже. Punisher War Journal для меня стал неким более серьезным вариантом Карателя, как бы странно это ни звучало. Тут не было того градуса абсурда, который временами держался у Бэрона в основной серии. Кровавые бои и перестрелки, беспощадное устранение врагов, попытка принять прошлое, джунгли, города, горы. Сюжетные арки здесь были далеко не на один номер. Все, что нужно, если вы ищете крепкий боевик и чудеснейший наследник экзекьюшнера Дона Пендлтона. Однако лично мне это довольно быстро наскучило, и ведь я не читал это 7 лет подряд, как делали многие фанаты Карателя того времени. Но давайте же разберем запоминающиеся сюжетные арки. Самое обидное, что их не так много. Сюжетов-то много, но тех, которые запали бы в душу, можно по пальцам пересчитать. Например, Око за око. Первая арка, которая лично меня зацепила параллельностью страшного настоящего и столь теплого и приятного прошлого. Разумеется, африканская сага. Первое столкновение Карателя и Росомахи, в рамках которого Фрэнк убивает животное из самозащиты, а Росомаха принимает его за браконьера. Очень интересно было взглянуть на взаимодействие двух этих столь разных, но все-таки животных. 29 и 30 выпуск, где нам представили столкновение Карателя и призрачного гонщика Дэниела Кетча. Ну и ряд довольно экстравагантных сюжетов Диксона, вроде Карателя в экзоброне, ну и истории про его верную собаку Макса, разумеется. Но по большей части важность этого ангоинга просыпается лишь к 60-м номерам, где раскрываются последствия Suicide Run, о котором мы говорили ранее, ведь на Карателя объявляется охота. Плюс Грант, как мне кажется, к концу всего тома отлично раскрыл и Хитмана, и Пейбека, и Лин Майклс, так называемых сайдкиков-подражателей, о которых вы узнаете, если почитаете Suicide Run, что я вам крайне рекомендую сделать. Итак, с War Journal разобрались. А что это за третья серия? Третья серия была запущена в 1992 году, и на нее были поставлены Чак Диксон, который работал с Карлом Потцем прежде над серией про Лунного Рыцаря, и Ромита-младший. На самом деле Warzone не был первой карательной серией Чака Диксона. Сначала он стал автором сценария довольно среднего, на мой взгляд, графического романа Kingdom Come, а вслед затем начал писать Punisher War Journal, и лишь затем получил свою серию Warzone. Касательно Ромиты-младшего, его вы можете знать по таким комиксам, как Удивительный Человек-паук и Мордобой. И признаю, на этой серии он смотрится очень и очень славно. Вообще у Диксона вся серия идет куда бодрее и ярче, чем у того же Потца в War Journal. Первый же сюжетный арке Warzone Каратель проникает в стан преступной семьи, где служит в качестве мускул. И это ли не круто? Или же сюжет под названием Психовиль США, где Каратель оказывается под психическим влиянием и думает, что живет американской мечтой. Или же арка Реки Крови, где Каратель объединяется с линчевателем по имени Драгун
Спин-Офф, чтобы разобраться с русской мафией. Да, бывают откровенно безумные выпуски, вроде 21 или 22, однако в целом весь том читается довольно быстро и интересно. Из важного, именно в данной серии, а именно в 7 выпуске, появляется Лин Майклс, действующая долгое время в качестве сайдкика Карателя. Вот что из себя представляет второй и третий ангоинг Карателя. И хоть до Паука с его энным числом серий Карателю далеко, это отличный пример использования популярности персонажа на полную. И да, помимо ангоингов, по Карателю выходило несметное число графических романов и лимиток. Так рассказывать про каждый смысла нет, ибо многие книги действуют по принципу сюжетов из самого Карателя и ничем не выделяются. Я упомяну лишь те, которые так или иначе сюжетно меня зацепили. Каратель 2099. Не совсем лимитка, а целый ангоинг инициативы 2099, в рамках которой вселенная Marvel скакнула в будущее и показала нам мир 2099 года с совершенно новыми, но в то же время старыми персонажами. И Карателя это не обошло стороной. Правда, зовут его уже не Фрэнк Касл, а Джей Гэллоуз. Он представитель закона, чью семью убивает злодей Кронстоун. Тогда Джей и решает отомстить. А псевдоним он берет у нашего давнего знакомого, чей военный журнал они с братом однажды нашли в старых полицейских архивах. Посмотреть на то, как столь первобытная ярость переносится в будущее, да еще и с учетом развитого мира, оружия и технологий, все это стоит того, чтобы ценить данный комикс. А еще у Джейка классный берет. Punisher POV. Лимитированная серия из 4 выпусков, автором которой стал Джим Старлин. Человек, благодаря которому мы имеем столь богатый мир космо Марвела. Перчатка бесконечности, Танос, за все это нужно сказать спасибо именно ему. И именно он написал 2 лимитки по Карателю, каждая из которых достойна прочтения. Первая POV, в рамках которой нам рассказывают 2 параллельные истории. Выслеживание Карателем 2 вышедших на свободу террористов, которые в результате инцидента становятся вампироподобным чудищем, и безумного охотника на вампиров и чудищ, который видит чудищ в обычных людях. Столь необычная и мастерски поданная история захватила меня и не отпускала до самого конца. И лимитка Punisher Ghost of Innocence, где в результате одного из своих рейдов Каратель случайно убивает ряд невинных людей. И как призраки этих невинных людей ходят за ним по пятам. Punisher Blood on the Mouse, история Алана Гранта и Джона Вагнера, рассказывающая о заснеженной Шотландии и том, как 2 столь разных героя, живущих в столь разные периоды времени, вдруг пересекаются. История о 2 героях. Один герой легенд, другой герой настоящего, который держится из последних сил, чтобы не сломаться. Кроссоверы, такие как Каратель встречает Арчи и Каратель и Бэтмен. Если выбирать то, что мне больше по душе, разумеется, я выберу первое, так как видеть этих 2 персонажей, Арчи и Фрэнка, на одной странице, видеть это столкновение 2 миров не просто забавно, но и интересно. Что будет, если преступник выглядит как вылитый Арчи и отправляется в Ривердейл? Все это вы узнаете на страницах комикса. И да, Марвел, жду от вас затизеренное столкновение Росомахи и Джахада. Но столкновение Карателя и Бэтмена, оба столкновения, они, просто есть. Столь похожи эти 2 героя, что видя их вместе, ты не чувствуешь ничего необычного. Словно все так и должно быть. Показатели этого хорошего кроссовера или плохого, решать вам. Punisher Armory. Лимитка, однако это не совсем комикс. Это 10 выпусков, где на каждой странице показано то или иное оружие, средство передвижения или место, которое Каратель использовал и использует в своих целях. И все это с комментариями самого Карателя. Если вы думали, что у него большой арсенал, прочтите Punisher Armory и поймете, что большой это слабо сказано. Ну и разумеется комикс NEM, написанный ветераном Дагом Мюрреем и рассказывающим про Вьетнам от лица самих солдатов. А в 52 и 53 выпусках Каратель стал гостем этой серии. Там рассказали о том, каким был Фрэнк в период войны и откуда взялся белый череп на груди. Помимо этого, в рамках Punisher in the NEM Final Invasion вышли неопубликованные ранее 85 и 86 выпуски серии. Я бы крайне советовал ознакомиться с серией тех, кто интересуется данным периодом истории Америки и вообще военных действий. Я рассказал далеко не про все, так как все лимитки, романы, спин-оффы и гостевые появления в других сериях заслуживают отдельного ролика. По большей части, многие подобные произведения представляли собой размышления на тему Каратель в космосе, Каратель в пустыне, Каратель в Луизиане и так далее. Однако я постарался выделить самые неординарные и интересные из них. Но чем же закончилась история Карателя? И закончилась ли она? Сейчас мы это узнаем. Каратель стал вдруг никому не нужен. Ни на что легендарное, масштабное или большое его не брали. Все он был по горло. Казалось бы, все, конец, закат карьеры. Но нет. К счастью для него, в город пришел довольно бывалый и старый мафиози по кличке Суицидник. Ему нужен был такой человек. И он его взял. Звали этого мафиози Джона Страндер. По итогу 2-го тома Карателя ловит защита. Разумеется, это уж точно нельзя назвать даже сюжетно концом его истории. Поэтому в том же месяце выходит ван-шот Double H Alpha, а за ним Омега. Ван-шот, где рассказывается, как Каратель сбежал из-под надзора защиты и стал виновником убийства. Убийства крайне важного человека.
Какого? Читайте сами. И за это его приговаривают к казни, и именно с этого, особо не тянув, начинается третий том «Каратель» за авторством Джона Острандера. Человека, который в первую очередь лично для меня является лучшим автором, когда-либо писавшим «Отряд самоубийц» и являющийся его создателем. Я говорю сейчас про современную команду, разумеется. И данное имя в графе автор сценария как минимум не пугает. Однако мы говорим не про команду, мы говорим про одного конкретного персонажа, про которого, казалось бы, уже все было написано раньше, и ничего нового придумать нельзя. Но это не так. Джон Острандер пошел на эксперимент. Он сделал то, что многим казалось из ряда вон, и за что многие фанаты персонажа его не взлюбили. Он сделал Карателя главой преступной семьи. И это не попытка внедриться, как мы видели уже в Warzone, это его собственное желание. И это очень сильно подкупает. Столь кардинальное изменение статуса кво персонажа, его характера и направления истории в совершенно другой бок заслуживает уважения. Однако вполне понятен был и гнев тех, кто любил того самого ненавидящего преступность и наказывающего бандитов Карателя. По сути своей, весь третий том, состоящий из 18 выпусков, делится на две сюжетные арки. Первые 10 номеров — Каратель во главе преступной семьи, что мне больше всего нравится в этом томе, а вторая часть — Total Extinction. Сюжетная арка из 5 номеров, взявшая начало в результате прогремевшего как раз в то время события Onslaught. В рамках данной арки Каратель противостоял Executioner'у, такому антигерою. Возможно, что тяга добавить немного мутанства в историю по Карателю как-то связано с тем, что Острандер немного писал в свое время линейку X-Men, и 2 выпуска эпилога, где Каратель отшибает память и он уходит в подполье. Вполне логичное завершение его истории. Далее персонаж появлялся лишь пару раз в Человеке-пауке, пару раз в Героях по найму того же Острандера, и вроде как с ангоингом было покончено. Как сказал сам Острандер в интервью порталу Man Without Fear, ему нравилось работать над Карателем, хоть и пришлось довольно скоро сворачивать серию. Он решил сделать нечто совершенно иное, что понравилось одним и могло оттолкнуть других. В общем и целом, в апреле 1997 года Каратель мог обрести покой. Мы получили довольно логичное завершение жизни одного Мстителя, одного персонажа, одного Карателя. И если не считать лимитку из 4 номеров, вышедшую в феврале 1999 года в рамках инициативы Marvel Knights. В рамках этой лимитки Каратель покончил с собой и стал потусторонним воякой. Хоть я и говорил ранее, что эксперименты это хорошо, но везде должна быть мера. Стоит признать, вся эта супернатуральщина, Дэймон Хеллсторм и вписывание ангела-хранителя семьи Касла, который плохо выполнил свою работу, это довольно занятный что если, однако слава всем богам, дальше 4 выпусков это не пошло. На самом деле поговаривают, что это должен был быть ангоинг, но из-за столь негативного восприятия массами, фанатами и читателями комиксов данной концепции, пришлось ее урезать до лимитки и вообще забыть. На этом уж точно закончилась история Карателя, и целый год у Карателя не было своей серии, но зная, что последовало дальше, фанаты согласились бы ждать и 5 лет. Каратель исчез. Он никому не был нужен, его популярность спала. Всем было на него наплевать. Казалось бы, это хорошо, потому что подполье уже больше не боялось его, не было никакой угрозы. А Земля лишилась столь мерзкого и опасного создания. Все вздохнули спокойно. Пока не пришли двое. 2 самых отвратительнейших, но смелых. Самых опаснейших, но наглых. 2 персонажа, 2 человека, которые вытащили его из могилы. В прямом и переносном смысле. Вот эти 2. Именно тогда мы все поняли, что нас ждет сущий ад. Отдельное спасибо за поддержку канала на сервисе Patreon следующим людям: Игорю Николаеву, Диане Лагун, Сергею Бердышу, Ивану Шамелову, Владимиру Данилову, Вагизу Диарову, Дмитрию Нестерову, Константину Адамову, Анастасии Саджерон, Юрию Лукашевичу, Артуру Насонову и Катажуку.